С вами доктор Кострик, и мы снова на медицинском канале продолжаем актуальную тему заболеваний печени. Сегодня речь пойдет о вирусном гепатите С. Представляете, 80% носителей не знают о своей инфекции. Люди могут заразиться в больницах, салонах красоты, во время забора крови в лаборатории и во время гастроскопии. Около 80% носителей вируса гепатита С не имеют об этом малейшего представления и передают вирус другим, например, через секс. Это худшая ситуация во всей Европе на сегодня. Первые тревожные симптомы появляются лишь через 5-35 лет после заражения, но к тому времени они уже указывают на цирроз или рак печени, к сожалению. Хотя число случаев заражения постоянно снижается, и слава богу, эксперты подсчитали, что эпидемию вирусного гепатита С удается взять под контроль только через несколько лет. Если инфекцию не лечить, существует риск значительного повреждения печени. С годами этот риск растет. Первая стадия – рубцевание или фиброз печеночной ткани, то есть разрастание соединительной ткани в печени там, где ее не должно быть. Примерно у 20% людей с хроническим гепатитом развивается цирроз печени даже через 20-30 лет и печеночная недостаточность. Этот вирус является причиной 70% случаев хронического гепатита во всем мире. У пациентов с запущенным циррозом печени могут наблюдаться такие симптомы, как желтуха, поражение кожи, увеличение окружности живота или отек ног. Наиболее опасным осложнением заражения вирусным гепатитом С является первичный рак печени. Эксперты в области исследования вируса гепатита С рекомендуют людям, инфицированным вирусом гепатита С, проходить ультразвуковое исследование печени каждые 24 недели и систематически обследоваться на предмет гепатоцеллюлярной карциномы, поскольку хроническое носительство вируса гепатита С увеличивает риск развития заболевания в 100 раз. Да-да, вы не послышались, в 100 раз. Каковы симптомы инфекции? Инфекция может протекать бессимптомно. Инкубационный период вируса составляет около 50 дней. Это время весьма приблизительное, поскольку оно может составлять как 15, так и 160 дней. Как правило, заболевание длительное. Время протекает бессимптомно. Часто единственным симптомом является небольшое увеличение печени. Вирус гепатита С – это РНК, содержащий вирус из семейства Флавивириdae. Имеет 6 генотипов, среди которых имеются подтипы, характеризующиеся устойчивостью к лечению. В некоторых странах их насчитывается около 220-230 тысяч инфицированных вирусом гепатита С. Это я вам говорю для того, чтобы вы понимали, как тяжело поддается лечению это заболевание. Контактировали с ними, конечно же, гораздо больше людей, но, к счастью, не все заразились. К сожалению, таких процентов 80. Инфицированные люди не знают о заболевании, поскольку оно долгое время протекает бессимптомно. Где же может быть вирус? Кровь инфицированного человека является средой обитания вируса гепатита С. Поэтому для снижения риска заражения вирусом гепатита С следует соблюдать правила гигиены, особенно в ситуациях, когда кожа повреждена или может быть повреждена, например, во время пирсинга или нанесения татуировки. Вы ни в коем случае не должны соглашаться, например, на нанесение татуировки или пирсинга, если для этого использовалась игла или машинка. Если необходим контакт с кровью или продуктами крови незнакомых людей, наденьте перчатки и будьте осторожны с острыми предметами, например, иглами и шприцами, так как существует риск небольших, невидимых порезов или царапин на коже. Само собой разумеется, что открытые раны необходимо защищать. Большинство случаев заражения гепатитом С обычно происходит в больницах и лабораториях. К сожалению, но это так. Например, во время забора крови. Большинство наркоманов инфицированы, и часто это сочетается с ВИЧ-инфекцией.
У пациентов, находящихся на гемодиализе, этот процент составляет 30-60%. О случаях заражения необходимо сообщать в местную станцию санэпиднадзора. Теоретически, но на практике пациенты редко сообщают о том, что являются носителями. Можно ли заразиться в салоне красоты? Да, заражение может произойти не только при прямом контакте с кровью, но и через нарушение целостности кожи или слизистых оболочек. Это может произойти во время процедуры в салоне красоты, например, мезотерапии. Кроме того, маникюр и педикюр могут быть опасны, если инструменты не стерилизуются. Особенно если косметолог использует паровой стерилизатор, ведь даже температура 100 градусов по Цельсию не убивает вирус гепатита С. Опасен ли вирус гепатита С, если вы беременны? Инфекция вируса гепатита С у детей чаще всего является следствием переливания инфицированной крови. Однако возможна также передача вируса от инфицированной матери к ее ребенку во время беременности и родов. Хотя антитела к вирусу гепатита С были обнаружены в молоке кормящих женщин, частота передачи инфекции этим путем низкая. Риск заражения вирусом гепатита С во время поцелуев и секса невысок, но он также существует, не забываем об этом. Вирус обнаруживается в слюне, вагинальных выделениях и сперме. Заразиться легко во время менструации, если у вас кровоточат десны, а поцелуи также могут быть опасны. Заразны все люди, инфицированные гепатитом С, даже те, у кого нет симптомов никаких. Если человек однажды переболел гепатитом С, он может заразиться снова. Пути заражения. Самая частая причина инфицирования – употребление инъекционных наркотиков. Как обнаружить гепатит С? Генетический материал РНК вируса гепатита С обнаруживается через 1-4 недели после заражения, а антитела к вирусу гепатита С через 4-10 недель. Через 3 месяца антитела к вирусу гепатита С появляются у 90% пациентов. Генетический материал вируса попадает в кровоток порциями, поэтому эти тесты необходимо повторять. До сих пор не удалось обнаружить антитела класса иммуноглобулинов М к вирусу гепатита С, которые позволили бы диагностировать острую фазу заболевания. По этой причине часто бывает трудно отличить острый гепатит С от хронического. В большинстве случаев в первые недели после инфицирования заболевание носит бессимптомный характер. Продолжительность инкубационного периода может составлять от 2 недель до 6 месяцев. Заболевание может сопровождаться следующими симптомами. Например, высокой температурой, сильной общей слабостью, потерей аппетита, тошнотой и рвотой, болью в брюшной полости, потемнением мочи, светлым калом, болях в суставах, желтухе, то есть желтушное окрашивание кожи и склер глаз. Излечим ли вирус гепатита С? Возникает вопрос. Чтобы вас не обманывать, скажу: не всегда. Практически нет. Противовирусные препараты прямого действия позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается низким. В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С, к сожалению, не существует. Успешные случаи излечения от этого заболевания возможны, но при условии, что инфекция обнаружена только на ранней стадии. Если вирус обнаружен вскоре после заражения, может быть достаточно медикаментозного лечения. Пациентам с гепатитом С назначают интерферон альфа-2 или интерферон 2-альфа или интерферон альфа-2 бета отдельно или в сочетании с рибавирином. Лечение длительное от нескольких
скажем так, недель до нескольких десятков недель. Чтобы узнать, инфицированы ли вы, достаточно сдать анализ крови. Согласно рекомендации ВООЗ, установленные диагнозы гепатита С возможно на основании троекратного обнаружения РНК вируса гепатита С в сыворотке крови больного при отсутствии других маркеров гепатита. В острую фазу гепатита С РНК вируса выявляют в крови уже через 1-2 недели после его инфицирования. При гепатите С нужно пройти следующее обследование. Тест ПЦР, то есть полимеразной цепной реакции. Этот тест обнаруживает РНК-вирус, его присутствие в организме в настоящий момент, то есть инфицирован ли пациент вирусом гепатита С. Также биохимические исследования крови для выяснения уровня содержания билирубина, ферментов в печени, так называемые печеночные пробы АЛТ, аланинаминотрансфераза, и АСТ, аспартата аминотрансфераза. Также уровень гемоглобина и гематокрита, количество лейкоцитов и тромбоцитов, СОЕ, скорость оседания эритроцитов. При обследовании печени с помощью УЗИ, ультразвукового исследования, у больных гепатитом С часто выявляют холецистит и желчекаменную болезнь. УЗИ позволяет выявить начальную стадию цирроза и своевременно назначить эффективное лечение. Не часто, но бывает и ложноположительный анализ на гепатит С. Это возможно у людей, больных острым респираторными заболеваниями, ОРЗ, слышали, да? Ретровирусной инфекцией, малярией, герпесом, туберкулезом, склеродермией, рассеянным склерозом даже и некоторыми другими заболеваниями, перенесших вакцинацию от гепатита Б, столбняка, гриппа. Помните и то, что вирусный гепатит С часто называют ласковым убийцей из-за его бессимптомного течения, которое может длиться годами, прежде чем появятся заметные симптомы заболевания. Это делает раннюю диагностику и лечение затруднительными, а инфекция может привести к тяжелым последствиям, таким как цирроз печени и рак. Надеюсь, информация была полезна для вас. Будьте здоровы, не игнорируйте симптомы заболевания и вовремя обращайтесь к доктору. До новых встреч!